Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой, и сегодня мы поговорим с двумя гостями. Первый гость – это Роман Доброхотов, главред издания «Инсайдер». Вторым гостем будет Игорь Соловей, глава Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации в Украине. Мы поговорим с ними о последнем расследовании «Инсайдера», о группе сотрудников и подрядчиков службы внешней разведки Российской Федерации, которые занимались кампаниями по дезинформации как отдельных личностей, так и в целом Украины, НАТО, Европы и в целом Запада. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Итак, первый гость – Роман Доброхотов. Добрый день, Роман. Спасибо большое, что согласились на интервью. Мы покажем, естественно, и часть вашего видео, которое вы выложили на «Инсайдере». Но у меня сейчас такой вопрос. Я так и не поняла, а что это все, собственно, за вот эта организация «Центр Миротворец», которая одновременно работает и с СВР, и с ГРУ, и с ФСБ? Они какой-то сторонний подрядчик или это внутренняя структура для всех спецслужб? Речь идет прежде всего о СВР ФСБ, это слитые вместе структуры, и, по крайней мере, вот те два ключевых сотрудника, которые мы видим в переписке, они оба относятся к СВР, поэтому мы подразумеваем, что это именно, прежде всего, аналитическая СВРовская структура. СВР, в принципе, должно заниматься аналитикой, это как бы их ключевая функция по разделению властей внутри спецслужб. СВРщики, они должны быть такими аналитиками, которые собирают данные из разных стран, готовят какие-то проекты того, что надо делать во внешней политике и так далее. Так что, в принципе, это СВРовская штука, но просто уже на протяжении последних 20, наверное, лет ФСБ практически поглотила СВР внутрь себя, и мы видим, что Колесов, один из ключевых сотрудников миротворца, одним из главных фигурантов этой переписки, он одновременно является и офицером ФСБ тоже, что довольно нормальное явление. Что же касается ГРУ, то там мы видим некоторое общение, но довольно редкое, и оно доказывает, что между структурами есть некоторая взаимосвязь, но все-таки это совсем разное подразделение. Это на самом деле интересно, потому что одна из крупнейших акций, которая была на виду в последнее время, это сеть, которая называется Doppelganger, двойник, которая распространяет фейки, в том числе дипфейки в соцсетях, в Твиттере, и при этом синхронизирована с какими-то провокациями на местах. То есть, как мы видели, например, в случае с граффити в Париже, антисемитскими, которые рисовались агентами, нанятыми Россией. И это было синхронизировано вот с этой сетью. Так вот, эта сеть, ее атрибутировали именно как ГРУшную, называли даже конкретную войсковую часть. То есть это вроде бы как была частью ГРУшной дезинформации. У них там есть своя войсковая часть, которая занимается дезинформацией, возглавляет Тарунский, мы про него писали. Вот, но здесь мы видим, что до такой степени похож проект СВР на то, чем занимается этот Doppelganger, что возникает вопрос, а в какой степени они взаимодействуют, либо они просто видят одинаково примерно, как эту дезинформацию надо распространять, на какие болевые точки надо давить, и какая вообще в целом стратегия. Либо они просто работают вместе, поэтому у них все такое одинаковое. То есть и то, и другое вполне возможно, но я бы скорее сказал, что чуть более вероятно, что там есть внутри конкурирующие за бюджеты структуры, поскольку деньги очень большие, и по другим, по крайней мере, проектам мы видели, что ГРУ и ФСБ скорее находятся в некой конкуренции в большей части вопросов, чем во взаимодействии. Поскольку все-таки, опять же, межведомственная борьба за бюджеты, и даже если у них видение одно и то же, то бюджет у них все равно будет разный. За него надо бороться. Следующий вопрос тогда. Как вы понимаете цель этих компаний? Это дискредитация Украины, это посеять хаос и амплифицировать какие-то противоречия в странах Европы, в НАТО? Цели прописаны достаточно четко и они понятны. И даже на самом деле они настолько ясно и прямым языком прописаны, что я бы даже, если вот своими глазами эти взломанные имейлы не читал, я бы даже не поверил, что они могут настолько в лоб и цинично прописывать
все эти цели. Цели – это надавить на те точки болевые, которые есть внутри западных стран, которые раскалывают общество, привлечь внимание к этим проблемам, посеять страх и недоверие к собственным властям, давить больше на эмоции, меньше давить на аргументы, то есть апеллировать больше не к людям, которые мыслят рационально, а к людям, которые эмоционально воспринимают ситуацию. И вот эти их страхи, которые и так есть, страхи по поводу мигрантов, страхи по поводу экономических проблем, инфляции, страхи по поводу коронавируса, вот все эти вещи использовать для того, чтобы усиливать недоверие к, собственно, властям, чтобы усиливать страх перед завтрашним днем и таким образом дестабилизировать ситуацию. Для чего дестабилизировать ситуацию? Ну, во-первых, просто это в данном случае противник, да, поэтому в документах и употребляется слово «противник» прямым текстом. То есть не просто какой-нибудь, там, не знаю, там, конкурент или зона интереса, а что это именно противник в условиях идущей сегодня войны, где вот физически она идет на территории Украины, а в информационном смысле она идет глобально. Вот, поэтому речь идет о том, чтобы в стане противника посеять такой хаос и деморализовать местные, да, государственные власти, в какой-то момент воспользоваться этим, и мы видим, что многие политические партии внутри этих стран западных, они на самом деле используют же ту же самую тактику в борьбе с действующей властью, будь то Ле Пен, будь то АФД, будь то Лига Севера, будь то Дональд Трамп, тот же самый, да, в тот момент, когда он не президент, да, в этот момент он тоже апеллирует к страхам, к неуверенности в завтрашнем дне, распространяет фейки о действующей власти, причем иногда российские фейки, мы это помним во время выборов 2016 года, когда придуманные Россией фейки распространялись окружением Дональда Трампа и самим Дональдом Трампом. И тогда ГРУшные хакеры вместе с Трампом, по сути, действовали сообща, и Трамп публично говорил: дайте нам больше этих имейлов про Хиллари Клинтон. Так что здесь союзниками СВР, ФСБ, ГРУ оказываются вот эти антиэстеблишментские партии и силы внутри стран, которые могут просто в своих интересах использовать эту же самую стратегию. И кто, собственно, был вот этим банкиром из Бостона, против которого они вели дезинформационную кампанию? Я уже даже видела, кто-то из журналистов писал. Если можно, назовите его. Да, ну, это мы глубоко не разбирались в личности самого этого беглого банкира, потому что мы не можем утверждать, что там хороший он был, плохой, воровал он деньги действительно или на пустом месте, против него уголовное дело возбудили, это требует отдельного расследования. Что нас интересовало, это то, что в принципе существует такой проект «Ледоруб», смысл которого заключался в том, чтобы на тех российских предпринимателей, которые уехали и которые вызывают недовольство Кремля каким-то образом, например, тем, что они поддерживают там команду Навального или по каким-то другим причинам, организовывать в отношении них дезинформационную кампанию, которая нацелена на окружение этих людей, то есть она как бы таргетирована территориально на то место, где они живут, чтобы создать им очень дискомфортные условия, и чтобы местные власти тоже считали этих людей токсичными и не хотели давать им убежище и так далее, и так далее. И мы видим, что, то есть вот это в данных конкретных письмах мы видим только про одного российского банкира, живущего в Бостоне, такую историю, но мы в других наших расследованиях видели, что ФСБ работает по предпринимателям в европейских странах, и тоже пытается их, российскими, я имею в виду, предпринимателям, уехавшим в европейские страны, тоже пытается на них всячески давить и шантажировать, заставлять их вернуться в Россию и так далее. То есть это
некая глобальная стратегия, и поэтому здесь тоже интересно, в какой степени СВР и ФСБ здесь действуют сообща, или это два разных щупальца. В случае с ФСБ это 6-я служба ФСБ так действует, поэтому мы сделаем, я думаю, отдельное расследование. А в случае с СВР, вот мы видим, у них есть этот проект «Ледоруб». Я не исключаю, что это все вещи взаимосвязаны между собой. Мария Певчих утверждает, что Венедиктов повторял часть нарративов. Насколько вам кажется это правда? После гибели Алексея Навального для меня это не имеет никакого значения. Они для меня сейчас не имеют никакого значения. Они не ведут борьбу сейчас против войны. Это называется главной политической антивоенной силой практически всеми западными Я не вижу источниками. их антивоенную деятельность, я вижу их антидеятельность антиходорковскую, античубайсовскую, антикацовскую, но не вижу антипутинскую. Антивенедиктовскую. Я не вижу, они меня забыли, видимо. Они боятся я не знаю. Мне стоит сказать слово «железняк», они сразу затихают. Ну, чего? Ну, про я копаю там. Там уже Financial Times все раскопал. Если бы все. Вот опять, вот что-то такое вот сказали, уже все думают, что там что-то ужасное, а возможно, и не последует. Вы назначаете исполнительным директором в Америке человека, который вам платит $20 тысяч в месяц. Это не коррупция? Это не коррупция? Вот это прямая коррупция. Вы назначили бежавшего банкира, ну ладно. Нет, ну он спонсор, инвестор. И вы его назначаете за это? Почему за это? А за что? Он один из инвесторов, может быть, он высказал просто пожелание возглавить и представлять филиал, отлично. Бывший там связующий между ФСБ. С этим будет разбираться американская правоохранительная система, я вас уверяю, и разная. Нет, то, что того же бизнесмена могли критиковать кто-то еще, на это может быть миллион причин, и поэтому здесь между одновременными событиями выстраивать сразу причинно-следственную связь я бы не спешил. Ну, и, скажем так, мы не видели в переписке взломанной никаких свидетельств того, что деятельность СВР как-то координировалась с российскими журналистами или активистами или еще кем-то. Да, то есть у них в планах, в проектах, в общениях не было никаких указаний на то, что одни вот эти нарративы как-то собираются с кем-то еще согласовывать. Там речь шла о том, что именно они будут создавать на территории противника какую-то вот такую токсичную информационную волну. Ну, конечно, нельзя исключать того, что при этом они организовывали какие-то сливы каким-то журналистам специально. Но просто у нас нет таких свидетельств, поэтому мы не можем ни подтверждать, ни отрицать это. Скажите, а вот на Западе вообще они сейчас уже осознают, что против них и прямо на их территории и в мозгах их граждан ведется вот такая информационная война? Вы же работаете со Шпигелем по этому проекту. Я так понимаю, в Германии что-то меняется, а в других странах Европы? Ну, мы работаем со всеми медиа локальными в самых разных странах, в Италии, в США, в Великобритании, в Восточной Европе. То есть у нас более или менее есть представление о том, каковы настроения и у власти, и у общества. И когда разговариваешь с местными дипломатами, чиновниками, то обычно ответ один и тот же, что ну, как бы мы все понимаем, мы понимаем, что России нужно, и что она этим занимается, но очень сложно привлечь к этому настоящее внимание и превратить это в какую-то политическую деятельность. Потому что в условиях современного информационного наводнения, когда столько всего претендует на внимание общества, обратить внимание именно вот на российские вот эти щупальца спецслужб и объяснить, что это очень важно, оказывается нереализуемой задачей, особенно если это далеко от самой России. Скажем, в балтийских странах, в Польше довольно легко найти понимание у аудитории и объяснить им, что это очень опасно, что это грозит войной, что будет так же, как в Украине, и надо вообще-то укреплять там границу, надо
закрывать пропагандистские СМИ, надо отлавливать этих шпионов. Вот в балтийских странах и в Польше объяснить это очень просто. Вот в Молдове стало тоже просто объяснить с новым президентом. Они начали что-то делать. А чем дальше от российской границы, тем спокойнее относится общество к таким скандалам. То есть мы вот в Италии писали про Лигу Севера, например, партию, лидер которой, Сальвини, является членом правительства на протяжении многих лет. В какой-то момент был даже министр внутренних дел. Так он вообще ходил в майке с Путиным на Красной площади, совершенно не стеснялся. Никакие разоблачения, которые доказывали, что финансирование ФСБшное, не действовали на электорат. Они такие, ну, допустим, он получает деньги от России, ну и молодец, зато он с мигрантами борется. То же самое, как ни странно, в Америке. Да? То есть вообще совершенно не секрет, что Трамп координировал свою деятельность с российскими спецслужбами, что он использовал эти... Он не скрывает этого, прямым текстом про это говорит, что дайте нам больше этих имейлов. Вообще совершенно не стесняется на своей любви к Путину и Ким Чен Ыну, например. Да? То есть он так выстроил свой имидж, что он считает это даже своим достоинством, то, что он может с Путиным и Ким Чен Ыном встречаться и как находить общий язык. Он считает, что это признак его высоких дипломатических способностей. И для его электората это тоже совершенно нормально, потому что они боятся иммигрантов и боятся, я не знаю, там, боятся распространения абортов или того, что им оружие запретят, сильнее, чем российского вмешательства и ФСБшников, сидящих в Белом доме. Так что, к сожалению, даже вот такие разоблачения в странах далеких территориально от российской границы могут не приводить к каким-то политическим результатам. Вот у Германии, например, один из примеров, где это особенно актуально, потому что, с одной стороны, государство и власти в целом нацелены на то, чтобы бороться со шпионами, с другой стороны, общество тоже расколото, и особенно восточная Германия, она довольно такая пропутинская. И там идет сейчас серьезная такая борьба. И 2 года назад казалось, что мы ее проигрываем, потому что партия «Альтернатива для Германии», пропутинская, очень сильно набрала в популярности, стала второй по популярности вообще в стране. Но мне кажется, что в последние месяцы, в том числе благодаря этим расследованиям, идет некоторый перелом. Ну, по крайней мере, с позором выгнали из Германии кремлевского куратора Сергеенко, который все эти нарративы путинские передавал партии. Многие из скандалов про АфД стали очень публичными, обсуждаемыми даже в желтой прессе, которая традиционно вообще поддерживала этих популистов. Вот, так что есть шанс на то, что со временем эта тенденция уйдет и партия потеряет популярность. Во Франции уже прямо сейчас мы видим, да, что вот выборная система должна отсечь каких-то популистов от выборов, но тем не менее в первом туре они добились достаточно большой популярности, на выборах в Европарламенте тоже. Так что вот прямо сейчас мы, можно сказать, на передовой находимся в этой информационной войне против пропутинских популистов. Последний вопрос уже. А что-то особенное, вот что вы раньше не встречали, вы увидели в этих документах, что вас поразило? Ну, интересным и новым в этих документах является то, что в спецслужбах осознают неэффективность старых инструментов, таких как Russia Today и Спутник. Несмотря на то, что туда выделяются колоссальные средства, они не играют большой роли в формировании общественного мнения, и сами спецслужбы это осознают и говорят о том, что надо действовать другими способами. То есть надо в интернете разговаривать на интернет-языке, делать короткие видео, распространять их через соцсети, эти видео таргетировать на определенные группы и так далее. То есть все то, что знает любая СММщица из 9 класса средней школы, работающая при каком-нибудь медиа и со своего мобильного телефона запросто настраивая все эти штуки, вот теперь начинает доходить до российских спецслужб о том, что вообще-то нам тоже надо это все уметь. Другое дело, что это не значит, что раз они это понимают, что они этому быстро научатся. Мы, по крайней мере, пока не видим, чтобы в Ютубе или там, в ТикТоке и так далее их методы были довольно успешными и достигали больших целей. Хотя, на самом деле, в ТикТоке, например,
последние 2 года была колоссальная активность российских спецслужб. Они просто покупали все, что можно, там всех микроблогерш. И даже мы устраивали специальный эксперимент и проверяли, как это работает. И действительно, за совершенно копеечные деньги можно заставить какую-нибудь микроинфлюенсершу в ТикТоке говорить абсолютно любую чушь, которую напишут ей на бумажке. Так что они пытаются это делать, но вопрос в том, что это, если делать так в лоб, то это неэффективно. То есть для того, чтобы действительно становиться влиятельным в интернет-среде, для этого мало просто понимания, что это нужно и что на это есть деньги. Это надо уметь делать. И, по крайней мере, на данный момент, если посмотреть топ-20 русскоязычных информационных каналов в Ютубе, то есть каналов, связанных с политикой, не обязательно новостных каких-то, 20 политических русскоязычных каналов, и убрать, например, украинские, потому что они, понятно, не будут пропутинские. Но даже из оставшихся, в лучшем случае там будет, может быть, 1-2 прокремлевских. Там у «Комсомольской правды» много подписчиков, там еще у кого-то. Но по-настоящему они не научились конкурировать в интернет-среде, потому что они не умеют вообще конкурировать. За 24 года они отучились от условий борьбы в конкурентной среде. И вот так вот просто дезинформацию, пропаганду свою делать популярной просто за то, что вложив в это деньги, это так просто не работает. Что обнадеживает, конечно, потому что денег у них, конечно, очень много, гораздо больше, чем у всех независимых СМИ вместе взятых. Одна компания, например, которую они посчитали как раз по поводу этого уехавшего в Бостон банкира, стоила $300 тысяч в месяц. Это существенно больше, чем бюджет всего инсайдера, например. Так что деньги у них есть, но результат пока у них не сильно выше, чем у Rush Today. Спасибо большое, Роман. Продолжайте делать ваши интересные расследования. До свидания. Да, будем на связи тогда. Все, пока-пока. И я думаю, будет неполным интервью Романа, если вы не посмотрите отрывки из сюжета, который снял сам инсайдер о расследовании про СВР. А после него поговорим с Игорем Соловьем. В распоряжении инсайдера оказалась взломанная переписка сотрудников СВР, содержащая стратегию Кремля по ведению информационной войны с Западом. Вот что они предлагали: распространение дезинформации на болезненные для Запада темы, создание вбросов от лица украинских и европейских радикалов, давление на эмоции и создание новых интернет-платформ вместо устаревших RT и «Спутник». Инсайдеру удалось обнаружить целую группу сотрудников СВР, которая объединена в одну группу, которую они сами называют «Миротворец». Это такие консультанты, эксперты, которые создают справки для различных ведомств, для сотрудников спецслужб, для Совета Безопасности и, по сути, дают рекомендации о том, как надо вести информационную войну. Соответственно, через взломанную переписку двух сотрудников, Кулемина и Колесова, нам удалось обнаружить большое количество разного рода таких справок, в том числе их представление о стратегии этой информационной войны. Михаил Колесов, 45 лет, закончил военный университет Минобороны по специальности переводчик. Затем поступил на службу в СВР, войсковую часть 33949, управление С, которая занимается обслуживанием шпионов-нелегалов. Работал в Кабуле под прикрытием дипломата. В 2020 году стал руководителем информационных проектов Центра «Миротворец». Одновременно с этим Колесов является офицером ФСБ, что, впрочем, является распространенной практикой. СВР и ФСБ давно стали тесно связанными структурами. СВРовцы активно общались с разными органами власти. Мы видим их письма, скажем, в Совет Безопасности. Понятное дело, что они своему СВРовскому руководству что-то докладывают. И мы видим, что, например, их доклад презентуется на круглом столе Совета Федерации, в комиссии, которую возглавляет печально известный Пушков. Такой самый большой доклад, который мы цитируем, он готовился как раз именно для этого круглого стола.
Ставка на старые СМИ, приверженность тем формам информационно-пропагандистской работы, которые демонстрируют около нулевую эффективность уже не годы, а десятилетия, попытка продолжения зарубежных трансляций силами RT и «Спутник», даже относительно свежий тренд на поддержку лояльных телеграм-каналов – все это по отдельности и вкупе не оправдывает возлагаемых на исполнителей и демиургов ожиданий. Недостаточность креатива, ханжество и морализаторство усугубляют сложившееся положение. Можно перечислить несколько пунктов этой информационной войны, того, как они ее видят. Первое – это то, что апеллировать надо не к рациональному, а к эмоциональному, и прежде всего к негативным к эмоциям страха. Обращение не к разуму, а к эмоциям, именно к иррациональной составляющей чувственно-психологического восприятия человека способствует скорейшему и надежному достижению ставящихся перед пропагандистской машиной целей. Второе – это то, что надо ориентироваться на те проблемы, внутренние проблемы, которые есть на Западе, то есть говорить не о российской повестке, там, хвалить Путина, а говорить о том, что раскалывает само же западное общество. В целях углубления внутренних противоречий между правящими элитами, стимулирования протестной активности оппозиционных сил, эскалации антиправительственных выступлений и раскачивания аморфной части электората в странах главного противника и в их сателлитах представляется целесообразным организовать соответствующую работу на стыке зон оперативной ответственности федеральных органов исполнительной государственной власти силами контролируемой негосударственной организации по соображениям конспирации и безопасности, в чью компетенцию будет входить осуществление акций тайного влияния на авторитетных представителей вышеупомянутых кругов. Третье – это то, что надо говорить не от своего лица и не от каких-то пророссийских или ассоциирующихся с Россией людьми, а говорить от лица тех, кто может, наоборот, ассоциироваться с противниками Путина, то есть находить какие-то радикальные группы, или уже существующие, или их придумывать в интернете. Это могут быть какие-нибудь радикальные украинцы, или радикальные европейцы, и вкладывать в их уста те месседжи, которые они хотят продвигать. Одна из тем, которую активно предлагают использовать СВРовцы, это тема ксенофобских настроений, в том числе в отношении иммигрантов из Украины, то есть они надеются использовать антиукраинские настроения в Европе. И вообще Украина играет большую роль в этой стратегии по дезинформации. Это не только связано с потоком мигрантов, это еще и связано с тем, что сами эти радикальные группы настоящие или выдуманные этими СВРовцами, потому что они могут в интернете просто выдумывать какое-то радикальное украинское движение. В их уста могут вкладываться какие-то нарративы, наоборот, антиевропейские. Да? То есть они могут и европейцев натравливать на украинцев, и украинцев натравливать на европейцев. В качестве примера в данном контексте приведем не утрачивающий своей актуальности украинский вектор. Работу на данном направлении следует строить, отказавшись от прямолинейности мышления. Было бы полезнее сосредоточиться на углублении существующих и создании новых противоречий между функционерами киевского режима и их зарубежными спонсорами. Наиболее благодарной в данный момент является тема украинских беженцев, активно осваивающих европейские меры социальной поддержки. Четвертое – это то, что надо действовать не через устаревшие, как они говорят, каналы типа Russia Today и «Спутник», а через современные платформы, такие как YouTube, нарезать шортсы, по 2 в день их публиковать, распространять через соцсети и так далее. Примерная схема информационного воздействия выглядит следующим образом. За основу берем сайт, создаваемый под информационное агентство, как вариант агентства независимых расследований. На этом сайте будут аккумулироваться все предполагаемые конспирации материалы. Кроме того, печатная форма будет дублироваться аудио и видеорядом на популярных видеохостингах YouTube, Рутюб и прочих. Собственно, вот все эти советы, там есть еще целый ряд, мы видим, что они активно в последние несколько лет действительно используются, и мы не знаем точно, это связано ли конкретно с этой СВРовской группой, или же речь идет о том просто, что есть некая общая повестка у разных спецслужб, но так или иначе мы видим, например, как во Франции провокаторы рисуют антисемитские граффити, раздувая тему национализма, ксенофобии, антисемитизма. Потом обнаруживается, что эти люди связаны, люди, которые наносили эти граффити, связаны с Кремлем, а именно с прокремлевским политиком Шором. Как только эти граффити появляются на стенах, моментально
фотографии их распространяются через кремлевскую сеть ботов, которая известна как Doppelganger. Она, правда, ассоциирована с ГРУ, а не с СВР. Но мы видим по тем же перепискам, мы видим по телефонам, что СВРцы активно общаются с ГРУшниками, общаются в том числе с Черновольцевым, который управляет ФСБшными хакерами, общаются с Андреем Аверьяновым, который глава 29155, той самой знаменитой войсковой части. Так что это такие совмещающиеся сосуды. Так или иначе, мы видим, что вот эта стратегия вбросить какую-то дезинформацию на раскалывающую обществу тему, а затем ее распространять через Twitter, как делает Doppelganger, через YouTube, TikTok и так далее, это вот эта стратегия последних 2 лет, которая в этих документах конкретно и подробно описана. Абсурд в данном контексте будет работать именно на когнитивную сторону пропаганды. Продвижение подобной повестки может преследовать и достигать двуединую цель – дискредитацию киевского режима и ориентированных на него нацистов в глазах коллективного Запада и усиление противоречий между различными центрами силы внутри Украины и за ее пределами. Это не новая стратегия, вся эта идея поддержки партии Ле Пен, АФД, Лига Севера, Трампа и так далее. Все это была концепция, нацелена на том, чтобы бороться с существующим истеблишментом и вызывать сомнения в том, что нужна евроинтеграция, в том, что нужно НАТО и так далее, и так далее. Это старая стратегия. То, что новое появилось, это, ну, во-первых, конкретно вот эти новые темы, да, связанные с украинскими мигрантами и так далее, а во-вторых, новые инструменты. Да, то есть они говорят, что нам уже не нужно Russia Today, который никто не смотрит. Зачем? У нас есть YouTube и прочее, которые мы можем через соцсети таргетировать на конкретные совершенно группы, на конкретные регионы, на конкретную аудиторию и уже отчитываться совершенно как бы новыми цифрами. Что, собственно, они и делают, но это не значит, что у них это хорошо получается. Да? То есть, может быть, сама по себе идея намного более прогрессивна, чем старая совковая пропаганда, которая была у Russia Today, но на примере там, одной из компаний, которую они делали в Соединенных Штатах, в Бостоне, против одного из российских эмигрантов-банкиров, которого они хотели дискредитировать, потому что он спонсировал ФБК, и, в общем, как-то он поссорился с Кремлем. И они сделали гигантскую кампанию, и они считали, что они охватили 600 тысяч человек. В общем, просто восторгались от успеха. Но когда мы связались с этим самым банкиром, он обнаружил, что он вообще не знал об этой компании и впервые о ней слышит, и что вся эта дискредитация, после которой якобы его должны были выгнать из страны, никто не должен был пожимать ему руку, об этой он сам даже не слышал об этой компании. То, что описывается в этих документах, это действительно то, что Кремль сейчас делает, это дипфейки, это ложные сайты, которые выставляют себя за сайты CNN и BBC, или как минимум короткие видео, которые идут с логотипом от известных СМИ. Это дипфейки, в которых как Том Круз может что-нибудь такое говорить против Украины и так далее. Вот этот вал этой информации, которая достаточно широко имеет распространение, то есть по нашим оценкам аудитория ежедневная примерно 1,5 миллиона у сети Doppelganger, это, ну, в принципе, не так мало. Вот, это действительно новое явление. Но имеет оно какое-то политическое значение, судить пока рано. У меня есть ощущение, что все тонет в потоке информации и больше скорее служит в итоге освоению средств. Освоение довольно серьезное. То есть, скажем, 1 месяц дезинформационной кампании эти СВРовцы оценивали в $300 тысяч. Журналисты «Инсайдера» продолжают работать и рассказывать правду. Поддержите наш канал, поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Это поможет распространить это видео. А теперь мы поговорим с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Игорь, привет. Приветствую, Таня. Ты посмотрел, наверное, расследование «Инсайдера», почитал, послушал, что рассказывает и Христо Грозьев, и вот до тебя Роман Доброхотов. А скажи, ваш центр фиксировал подобные кампании по дезинформации в Европе? Да, я первый раз услышал о расследовании Гроздева. Напомню, он это сделал где-то месяц назад в интервью украинскому информационному агентству. И он там сказал, что вот они наблюдают неуспешность российской пропаганды, вот, и она не достигла желаемых целей, то есть не достигла
срыва поддержки армии, ну, имеется в виду оружием, деньгами, социальной помощью и так дальше. Во-первых. Во-вторых, международная поддержка, международная коалиция в поддержку Украины существует. Поэтому вот, осознав, что они не достигли никаких целей, они пытаются переформатировать свою работу. Ну, во-первых, остается ставка на радикальные движения, на всевозможные оппозиционные движения внутри европейских стран, а мы видим, как Европа постепенно радикализируется. Вот. Но второй метод очень интересный, он тоже не новый, но актуализированный. Тогда он сказал о том, что российские спецслужбы предлагают работать с украинцами, которые работают, которые живут и переехали жить в страны Европы. И вот работать с ними для того, чтобы эти украинские граждане с украинскими паспортами, они сами дискредитировали украинцев и украинское государство. То есть это как бы работа загребать жар чужими руками. Вот, использовать их или в темную, или напрямую. И тогда я, честно говоря, очень удивился, потому что вот такой рассказ я слышал от одного моего друга, который живет в одной северноевропейской стране, и он рассказывал мне об этой ситуации полгода назад. Вот похожая ситуация, когда украинские беженцы из последней волны украинских мигрантов, которые, находясь в этой благоприятной для украинцев стране, которая там помогает всячески, помощью материальной, там, условиями, они начали вести себя не очень конструктивно. Они начали проводить пикеты местных администраций, там, требовать все больше и больше и больше, ну там вплоть до того, что оставьте нам украинские номера на наших Лексусах, на наших джипах, а для этой страны как-то не принята вот такая роскошь, все передвигаются на велосипедах, потому что машина как бы это дорого, вот. Ну а тут наши сограждане, они как бы не хотели отказываться от обычного способа жизни, вот, и они начали очень, кстати, так напористо, агрессивно действовать. И потом оказалось, что вот эти все активисты вот этого движения за права украинских беженцев в этой стране, они члены одного и того же прихода. Угадайте, какой конфессии? Московского патриархата не может быть. Не может быть. Никогда такого не было. И вот. Да. Все дело в том, что УПЦ МП начала открывать свои приходы за границей, пользуясь тем, что ПЦУ не может это делать, это запрещено по каноническим каким-то там правилам, вот, они начали открывать приходы для украинцев, ну и таким образом, как называется в терминологии, окормлять своих верующих. Да? Ну, как они с ними работали, уже так как-то мы понимаем, и как они работают. Вот. И потом оказалось, что священник этого прихода рекомендовал своим прихожанам открывать ГОшки, ну, общественные организации, для того, чтобы отстаивать свои права. И тут, ну, вот вся вот эта история, которую я слышал полгода назад, выходит анонс Гроздева, и потом сейчас выходит вот интервью, уже полное расследование, и в принципе это складывается в одну картинку. Такая работа, видим, что она происходит. Кроме этой страны, о которой я рассказал, не буду называть пока вслух, значит, есть еще у меня сигналы от 3 стран, в том числе из США, что там тоже в некоторых регионах такая история происходит. Поэтому, да, мы видим, что операция по дискредитации украинцев за границей, она набирает обороты. В принципе, ничего нового. Это еще такая тактика КГБ старых времен, когда
тогда еще НКВД, кажется, когда они переодевались в одежду, в форму украинских повстанцев, украинских добровольческих соединений, и выдавали себя за УНУПА, и там уничтожали и украинцев, и активистов, и комсомольцев каких-то там даже, вот, с тем, чтобы вызвать ненависть местного населения тогда к УНУПА. Да. Сейчас это будет делаться для того, чтобы вызвать недовольство со стороны стран Запада, в первую очередь стороны европейских стран, к украинцам, которые проживают на этой территории, и тем самым потом давить на правительства своих стран, чтобы снижать эту поддержку. Было ли что-то необычное, может быть, в расследовании, которое ты видел, из того, что ты видел? Ну, в принципе, там ничего необычного такого не было. Еще хотел бы такой момент подчеркнуть. Несмотря на то, что это хорошее расследование, оно проливает свет и такую строит архитектуру, как оно должно быть. Но я бы немножко, во-первых, я немножко скептичен к результатам именно этой группы. Потому что, мне кажется, эта группа, она больше из области теоретиков, чем практиков. Вот. Они сформировали концепцию, но гладко было на бумаге, но, как-то говорится, гладко было на бумаге, но в жизни оказались овраги. Так и здесь. Не все, что написано, оно хорошо ложится в реальную жизнь. И мне кажется, что вот результаты работы этой группы, это все-таки приписки, как говорили в советские времена, и освоение бюджетов. То есть никто не снимает того факта, что секретность и такие там секретные какие-то операции, а это всегда хороший способ прикрыть хищение. Вот. Так и здесь, мне кажется, что люди на этом осваивают очень большие бюджеты. И как когда-то мне рассказывал один сотрудник российских спецслужб, если, еще там довоенные травоядные времена, говорил, что... Извини, я просто для наших зрителей скажу, что ты работал долгое время корреспондентом УНИАН в Москве, поэтому, собственно, ты... Нет, я долгое время работал корреспондентом Укринформа в Москве. Да, Укринформа. Это Рома из УНИАН, да. Рома Цыбулюк так часто появляется у тебя в эфире, что ты, знаешь, запомнил только агентство УНИАН. Нет, было еще агентство Укринформа. Да. Так вот, я работал корреспондентом в Москве, общался с большим количеством людей, в том числе в моем кругу были политологи, которые после нескольких рюмок чая рассказывали про свои звания и все остальное. Так вот, он рассказывал, что, один из них, что, Игорь, если бы все деньги, которые Кремль выделяет на работу с Украиной, доходили до адресатов, кирдык вам бы был бы давно. Тут кирдык я заменил словом, сегодня более литературным словом, чем он сказал. Вот, то есть по его оценкам где-то 80% денег просто оставалось в Москве и просто разворовывалось. Сейчас, в принципе, эта ситуация подтверждается и хищением Минобороны. Мы же видим, как сейчас проходят чистки наследства Шойгу, какие там хищения были. Даже есть версия, что Шойгу продал, условно говоря, эту войну Путину для того, чтобы не вскрылся размер хищений, которые были в Министерстве обороны. Это так, для историков. Нам, в принципе, уже причины не важны, главное, что это случилось. Поэтому хищения были и есть, и мне кажется, что большие эти бюджеты, которые обосновываются необходимостью работы на Западе, они попросту потом воруются, и результативность их такая. А вот сюжет расследования вышло, я уверен, что они побежали к своему руководству показывать, что смотрите, какие мы всемогущие, мы все можем, и про нас даже пишут. Кстати, такая же история была пару месяцев назад, мы наблюдали с Симоньян,
Ну, если есть время, я могу там рассказать, как они осваивают бюджеты и потом это прикрывают. Рассказывай, нам все интересно, какие еще были такие дезинформационные кампании или методы работы. Ну вот всем известная Маргарита Симоньян, она недавно, там, во-первых, рассказала о том, что как они с ЦРУ играют в кошки-мышки, как она назвала. Ну, то есть они просыпаются с утра, и там твоих 600 каналов каких-то созданных нету, там, заблокировали. Ну ничего, мы становимся и там делаем дальше. Вот этот момент. Потом второй момент был немножко раньше. Мы зафиксировали распространение некого ролика там, с призывом сдачи в плен к украинским военнослужащим. И ролик, кстати, был сделан очень профессионально, то есть видно хорошее качество, хорошая игра. Ну вот такой экшен, хороший, качественный ролик. Мы его увидели, но заметили, что он никак не расходится. То есть его там перепостили 2 телеграм-канала, то есть один опубликовал первый, второй перепостил, там третий еще там подхватил. Ну и все, на этом остановилась история. Потом на следующий день он начал кружить, его начали кружить и распространять по российскому сегменту. Но поскольку аудитория это ж украинцы, а в украинский сегмент он не заезжал. Вот никак. Вот они его впихивали 2 дня. Туда и так, и так. Потом подхватили некие там блогеры, ну очень аккуратненько, с критикой, и все. То есть по факту можно сказать, что этот ролик не взлетел, он просто поработал каким-то фоном для российской аудитории, которая не является реципиентом этого месседжа. Вот. И потом через 2 дня, или даже через 3 дня, мы там посмотрели за ним и уже и забыли. А потом выходит Симоньян и говорит, а вот этот ролик сделали наши ребята из Арти. Вот какие мы молодцы. И мы четко понимаем, что значит, вот это вот признание, оно сделано не потому, что она там проговорила что-то. Это сделано специально, чтобы показать, ребята, мы ваши деньги взяли, мы их отработали, ну, не шмогла. Вот. Но мы вот это мы сделали, галочка поставлена, получите, распишитесь за эту работу. То есть, как в первом случае за эти каналы, так и во втором случае за этот ролик, это способ объяснить, куда ушли те деньги, которые тратятся на большую пропаганду и дезинформацию. Ты намекаешь, что они специально слили эти данные инсайдера, чтобы он опубликовал, чтобы они сказали, смотрите, мы тут СВР не просто так проедаем ваш хлеб, мы еще что-то делаем, нет? Не думаю, что они специально слили, раз пиздяйство есть в каждой организации, поэтому то ли кто-то... Ну, взломали, скорее всего. Я думаю, что все-таки официально Роман говорит, что это взлом. Ну, дай бог, чтобы это был взлом, да, чтобы так, как они заявили, так и есть. Но имею в виду, что, конечно, каждый из этой ситуации будет получать по максимуму. Конечно, кто-то получит по шапке, кого-то там спрячут. Вот, но, с другой стороны, будет использоваться как подтверждение своей эффективности. Скажи мне, пожалуйста, а вообще насколько действительно вот такие компании или там, не знаю, линия вот Russia Today, Маргариты Симоньян, насколько это все эффективно? Что оно дает? Ну, мы же знаем, что на Западе иногда 1% во время выборов имеет значение, да, потому что республиканцы с демократами, они вот обычно идут в таких очень близких показателей, и иногда лишние 1-2% может полностью поменять результаты выборов. Да, Путин и его режим, как мы говорим, хакнул демократию, именно использует демократические средства против самих же демократий. Вот, поэтому то, что они там работают активно, выделяя на это большие средства, ну, это очевидно видно. Про эффективность есть, конечно, большие сомнения про эту эффективность, вот такую, как заявляется самими же россиянами. Потому что вот, ну, надо ж говорить по системе координат. Вот, что заявлено, а что сделано, да, какие цели поставлены пропагандой и что она выполнила. Если выходить с этой точки зрения, то ну, ни одна из целей не достигнута.
не прекратилась помощь Украине, а даже больше. Не прекратили страны помогать оружием, помогать беженцам. Есть, конечно, моменты, когда российская повестка совпадает с внутриполитической повесткой, как было, например, в Соединенных Штатах, как было в Польше, в Словакии. Вот, когда внутренние процессы, они созвучны с российскими нарративами. И вот тогда, конечно, эффект он лучше, такой двойной эффект. И вот когда этот эффект он совпадает, я уверен, что деятели в Москве бегают на доклады и гордо крутят, там, не знаю, дырочку для будущего ордена, рассказывая своим начальникам, что смотрите, это все сделали мы. Это все сложнее, чем вот просто есть какой-то агент, который придумал, реализовал эту схему. Все немножко сложнее и более долгосрочный проект, чем вот кажется можно реализовать. Этот вопрос задавала и Роману Доброхотову, и, кстати, вчера Илью Пономареву по поводу того, что вот некоторые нарративы, которые были расписаны, про дискредитацию банкира, который имел отношение к ФБК и жил в Бостоне. И я с удивлением увидела видео, и мы просто это показали в видео в первой части, когда я с Романом говорила, где Венедиктов повторяет практически слово в слово тот же самый нарратив, который в этом списке СВРовщиков о том, что нам нужно его дискредитировать, сказать, что у него там какие-то финансовые нарушения, и пусть с ним разбирается американская правозащитная система. И Венедиктов это повторяет в интервью. Что это было? Одно из двух. Либо Венедиктов повторил присланные ему материалы, либо российские разведчики просто подслушали эту идею у него и выложили потом на бумаге, как это надо реализовывать. Я не знаю, является ли Венедиктов сотрудником внешней разведки, но... не сотрудником, он может быть агентом, а не сотрудником, мне кажется. Теоретически, он может быть агентом. Я в этих сортах не разбираетесь. Не очень разбираюсь. Кто из них кому агент, резидент и кто кому там. Понятно. Хорошо. И как вы, и, может даже в целом украинская система вот этим всем дезинформационным попыткам противодействует? Что вы для этого делаете? Если вы можете, конечно, об этом рассказать. Я могу рассказать, потому что наша деятельность это полностью на 95% полностью прозрачная и открытая. Мы противодействуем дезинформации через инструменты информационного рынка, через создание аналитических продуктов, по направлению стратегических коммуникаций и медиаобразования. По каждому из этих направлений существует перечень мероприятий, по которым мы работаем, минимизируя и максимально нейтрализируя, как там на русском, нейтрализуя влияние российской и пророссийской пропаганды на украинское общество и на западную аудиторию. По конкретным методам можно говорить очень долго. Не думаю, что там аудитории это будет интересно. Скажи, а на Западе вообще они, во-первых, насколько понимают, что, собственно, россияне делают в головах их граждан, а во-вторых, насколько они там готовы к противодействуют, или вообще, может быть, считают, что не надо ничего противодействовать, все нормально? Русские спецслужбы имеют право это делать на нашей территории. Не, так не думают, но я скажу, что тут есть положительная тенденция очень. Если посмотреть на состояние западных обществ полгода, даже год назад, даже полгода назад, и сейчас, то эти настроения изменились в радикальную сторону. Во-первых, Путин сам прекрасно им в этом помогает. Как своими действиями в Украине, так и своими действиями против этих стран. Во-вторых, приходит какое-то осознание тех слов, которые мы постоянно им говорим. Мы говорим: ребята, то, что вы не хотите заниматься защитой себя
и вообще вот этой войной, это не означает, что если вы на эту войну не придете, то война прекратится. Против нас воевали информационно, и теперь воюют обычным оружием. Против вас воюют, и это уже не наши слова. Вам Путин открытым текстом говорит, что он воюет против Запада, против стран Запада. Вам объявили войну информационную, поэтому если вы не будете защищать себя, не будете защищать головы своих граждан, то в эти головы будут вкладывать необходимые месседжи россияне. Вот. И если раньше к этому относились как-то так, ну, не то что скептически, как-то так с интересом, но ничего не делая, то сейчас мы видим, что ситуация меняется. И, кстати, вот это расследование, появление этого расследования на нескольких ресурсах, в том числе на Шпигеле, сам Гроздев сказал, что Шпигель раньше не очень хотел принимать в этом участие. Вот немецкие и французские СМИ как-то осторожненько относились к этому. А сейчас они с большим интересом и охотой поддержали информационно это расследование. Это говорит о изменении, о внутреннем изменении, настроении внутри не только там людей, а в первую очередь внутри редакций, внутри сознания журналистов, которые все больше и больше понимают и осознают опасность российского информационного оружия. Мы предлагаем нашим партнерам в том числе брать пример с наших врагов, когда они создают информационные альянсы между Россией и Северной Кореей, между Россией и Сирией, между Россией и Белоруссией. Мы предлагаем нашим западным партнерам не медлить и создавать подобную коалицию для противодействия международной пропаганде, для защиты не только нас, а в первую очередь самих себя от этого информационного оружия. Предлагаем объединяться и работаем над этим. То, что называлось, по-моему, информационный Рамштайн, об этом вот министр культуры бывший говорил, да, в свое время еще? Да, это такая наиболее конструкция, которую наиболее можно понять, что она подразумевает под себя, то есть есть Рамштайн, который помогает Украине оружием, боеприпасами и так далее, но поскольку мы считаем информационную сферу тоже полем боя. Поле боя в когнитивном пространстве. Да, то и здесь надо всем объединяться, потому что нас могут разделать всех по очереди. Ну и ваша позиция, ваше понимание, вот сейчас даже не столько Украина, сколько мир, он проигрывает России в информационной войне, выигрывает, как вы можете оценить ситуацию? Ну, пока не проигрывает точно, пока нет. Я уже сказал, что мы видим положительные такие смены настроений в сторону радикализации к России. Мы видим ужесточение каких-то правил внутри компаний Big Tech, с одной стороны. С другой стороны, конечно, нас не радует массовое распространение российских продуктов, которые имеют явно российский след и связь со спецслужбами. Поэтому... О чем ты говоришь? Ты говоришь вот об этой вот компании или о чем-то другом? Я говорю о платформе Telegram, которая становится всемирной. Это такая всемирная паутина. И если подтвердятся предположения о том, что Дуров связан со спецслужбами Российской Федерации, а других опровержений этой информации он пока не предоставил, то, представь себе, вот эта вся махина с личными данными, с геолокациями, с доступом к документам, она окажется в руках у Кремля. Да. Как Маск одно время там надернул рубильник, и наши магуры, наши беспилотные катера не пошли в Крым. Просто вот так не захотел. Также, что придет в голову Дурову одним прекрасным утром, никто не знает. Компания непрозрачная, компания полностью непрозрачная, никто ничего не знает, как они действуют. Они работают как хотят, без каких-либо обязательств перед государством, перед обществом и все остальное. Поэтому как они будут действовать, непонятно. Плюс, конечно, отказ
платформы X, бывший Twitter, от модерирования контента. Это тоже не очень хороший такой знак, поскольку мы видим, и даже не мы видим, это уже говорят все исследователи, что после изменения менеджмента количество дезинформации компаний увеличились в разы, и компания внутри ничего не делает, чтобы с этим бороться. Раньше боролась, сейчас не борется. Мы, кстати, это тоже ощущаем на основе наших контактов с администрацией Твиттера. Вот, что было раньше и что сейчас. Поэтому есть негативные тенденции, конечно, вот, но для этого и нужна общая солидарность, чтобы, то есть поодиночке ни Украина, ни какое там другое государство, ну, может, кроме Соединенных Штатов, но и то, поодиночке очень тяжело перебороть вот эти транснациональные холдинги. А если все объединятся, Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и выработают единую позицию к технологическим платформам, то это будет проще заставить их бороться с дезинформацией программными и аппаратными методами. Это в том числе их обязанность, поскольку это коммерческие компании, они зарабатывают на этом деньги, вот, а поскольку они зарабатывают на этом деньги, они должны еще иметь социальные обязательства. Спасибо большое, Игорь. Напоминаю, что это были «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Мы говорили сегодня с Романом Доброхотовым, главредом «Инсайдера», и с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности из Киева. Подписывайтесь на их соцсети, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Завтра военная сводка с Михаилом Самусем. Спасибо, Игорь. До свидания. Пока.